Мы на грани. Но доверие Тидинфи – это наш шанс. Первый день на Виреле Прайм. Каждое движение может стоить жизни. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Транспортный шаттл поднял облако багровой пыли, опускаясь на зазубренную поверхность Вирелы Прайм. Итан Коул сжал медицинскую сумку и впервые ступил на инопланетную почву. Даже через респиратор воздух отдавал металлом, резким, чужим. Острые красные кристаллические образования торчали из земли, словно сломанные зубы, а за периметром станции до самого горизонта тянулись искривленные леса ржаво-красного цвета. Аванпост Редстоун, скромный комплекс из 3 соединенных зданий, казался хрупким на фоне враждебного ландшафта. Низкий гул электромагнитной энергии шел вдоль защитного ограждения, напоминая всем поблизости, что Луна за его пределами была дикой и смертельно опасной. К Итану подошла высокая женщина в форме службы безопасности. На ее жетоне значилось имя Лира Восс. «Вы, должно быть, новый медик», — сказала она. Голос был ровным и профессиональным, но в глазах скрывалась тень. «Сожалею о вашем предшественнике». Итан кивнул, вспоминая досье, которое читал во время полета. 3 месяца назад предыдущий медик погиб после встречи с Кровоклыком, высшим хищником, обитающим на Виреле Прайм. «Что именно с ним случилось?» — спросил Итан, когда они направились к главному зданию. Лира замялась. Он попытался ввести транквилизатор раненому Кровоклыку, который подошел слишком близко. Существо разорвало его защитный костюм за считанные секунды. Внутри станция пахла переработанным воздухом и перегруженными механизмами. Мерцающий свет освещал исцарапанные полы и следы поспешного ремонта. К ним подошел мужчина с седыми волосами и жестким взглядом. Командир Рал Дорн протянул руку. «Добро пожаловать на окраины, Коул. Скажу прямо, ваш предшественник проигнорировал приказы. Он погиб именно поэтому. Мне нужно знать, что вы понимаете, что значит следовать протоколам». «Я следую протоколам, если в них есть смысл», — осторожно ответил Итан, выдерживая пронизывающий взгляд командира. Челюсть Дорна напряглась. «Здесь все имеет смысл, когда понимаешь хищников, с которыми мы имеем дело. Пойдем». Они вышли на смотровую палубу. Панорамные окна открывали вид на густой багровый лес за ограждением. Дорн активировал голографический дисплей, и началось видео. Из деревьев вышло массивное существо, двигавшееся как волк, но размером с транспортное средство. Бронеподобные пластины перекрывали его тело, каждая переливалась багровым светом. В пасти ряды зубов, способных разрывать сталь. Его глаза, отражающие, разумные, уставились прямо в камеру, словно существо осознавало, что за ним наблюдают. «Кровоклыки», — сказал Дорн. «Высшие хищники этой Луны. Охотятся стаями, общаются и способны прорваться через укрепленные барьеры. 43 нападения за последние десятилетия. 0 выживших в зоне поражения». Кадры сменились. Кровоклык царапал ограждение, искры сыпались при соприкосновении металла с когтями, и лишь пульсирующее электромагнитное поле отбросило его назад. «Они проверяют защиту, словно учатся», — добавила Лира. Итан снова посмотрел на движение существа. «Расчетливые. Точные. Не безумные». На палубу вошло насекомоподобное существо с 4 руками, доктор Селарин, ксенобиолог станции. Ее панцирь мерцал зелено-золотым в тусклом свете. «Кровоклыки поразительны», — щелкнула она. «Высокоинтеллектуальны, возможно, разумны и крайне территориальны. Станция существует лишь потому, что мы поддерживаем ограждение. Никто не выходит за него без тяжелого вооружения». Итан наблюдал, как на экране повторяются кадры, стаи, действующие слаженно, обходящие добычу с флангов, обучающие молодняк. Все попытки контакта предыдущих человеческих групп заканчивались кровопролитием. Но он заметил закономерности. Ни хаос, ни дикость, тактика,
обучение, оценка. Зачем поддерживать станцию, если хищники настолько смертоносны? Спросил он. Минеральная разведка, резко ответил Дорн. Кристаллы здесь содержали редкие соединения стоимостью в миллиарды. Геологические группы зависели от станции, а ограждение было всем. Доктор Рин показала другие записи, кровоклыки наблюдали, изучали, охотились эффективно. Все попытки мирного контакта проваливались потому, что люди первыми проявляли агрессию. Правила были просты: никогда не подходить к ограждению в одиночку, никогда не выходить за периметр без разрешения, никогда не вступать в контакт с хищниками. В ту ночь Итан распаковывался в своей крошечной каюте. За окном он заметил движение. Огромный кровоклык со шрамами на бронированном боку вышел из леса, прихрамывая. Левая сторона тела была покрыта гноящейся раной. Итан поднял бинокль, и на мгновение их взгляды встретились. Боль. Разум. Осознанность. Затем существо исчезло среди деревьев. 2 недели Итан входил в ритм: утренние проверки, инвентаризация медикаментов, мелкие травмы, ночи, наблюдение за лесом. Шрамированный кровоклык возвращался каждые несколько дней, всегда один, всегда наблюдая. Инфекция ухудшалась. Лира застала Итана за разглядыванием. «Ты одержим», — сказала она, протягивая ему отвратительный станционный кофе. Итан покачал головой. «Он умирает. Без лечения он не протянет больше недели или 2». Голос капитана Дорна раздался по интеркому. Разведгруппа в комнату инструктажа. Выход через 30 минут. Итан присоединился к команде: 6 бойцов охраны, 3 геолога и он в качестве медика. Брифинг описывал 2-километровую вылазку для сбора образцов кристаллов. Оружие наготове, держаться вместе, а новому медику отдельно напомнили, что он здесь для лечения людей, а не местной фауны. Команда экипировалась в тяжелые костюмы и взяла энергетическое оружие. Итан упаковал дополнительные медицинские инструменты, включая оборудование, адаптированное под инопланетную биологию. За ограждением лес подступал вплотную, тени скрывали неизвестные угрозы. Тепловые датчики фиксировали десятки сигнатур: подальщики, крупные хищники, неизвестные формы жизни. И тут на них напали. Небольшие шипастые волки, резербеки, вырвались из-под леска. Энергетические выстрелы осветили деревья, часть тварей отступила, но скоординированные атаки продолжались. Геолог рухнул с глубокими рваными ранами. Итан работал быстро, герметизируя повреждения, игнорируя хаос вокруг. Затем лес замолчал. Глубокий рев сотряс землю, не резербеки, нечто большее. С хребта спустилась тень, шрамированный кровоклык. Его бронированные пластины блестели, инфекция все еще была видна. Существо хромало, ноги дрожали. Командир Дорн прошептал по связи, приказывая не вмешиваться. Но Итан, повинуясь инстинкту, шагнул вперед. Команда закричала, но он их проигнорировал. 5 метров. 3. Хищник повернулся, обнажив зараженный бок. Несмотря на боль, он сел и стал ждать. Итан открыл аптечку, начал очищать рану, удалять некротическую ткань, наносить антибиотики. Существо вздрагивало, но не нападало. Через 20 минут инфекция была стабилизирована, раны перевязаны. Кровоклык медленно поднялся, опустил массивную голову и коснулся носом вытянутой руки Итана. Мгновение связи, и затем он бесшумно растворился в лесу. Я нарушил правила, но разве можно было оставить его умирать? В аванпосте Редстоун команда пребывала в ошеломленном молчании. Челюсть командира Рала Дорна была сжата, его разум явно вычислял последствия произошедшего. Рядом стояла доктор Села Рин, ее мандибулы были слегка разомкнуты, она анализировала записи, сделанные во время лечения Итана. Лира Вос качала головой в недоумении, не зная, ругать его или восхищаться произошедшим. «Ты нарушил все протоколы», — наконец сказал Дорн, голос был холодным, но сдержанным.
Когда мы вернемся, ты будешь помещен в изоляцию до дисциплинарного разбирательства». «Да, сэр», — спокойно ответил Итан. Несмотря на надвигающееся наказание, он не испытывал сожаления. Шрамированный кровоклык выжил, возможно, даже избавившись от невыносимой боли инфекции. Он знал, что поступил правильно, несмотря на правила. 3 дня заключения тянулись медленно. Питание подавалось через небольшой люк в двери. Нет связи, нет отвлечений, только время для размышлений. На 3-ю ночь дверь шипя отворилась. Вошла доктор Селарин с планшетами. «То, что ты сделал, было либо блестяще, либо безумно», — сказала она прямо. «Мне нужно знать, что именно. Наука должна понять». Она проецировала графики и журналы наблюдений на стену. Кровоклыки изучались десятилетиями как агрессивные, недоступные хищники. Никогда ни одно из них не проявляло неагрессивного поведения по отношению к другим видам. За 20 минут Итан изменил это. «А что, если все люди подходили к ним неправильно?» — спросил Итан. Все колонии, которые потерпели неудачу, первыми считали их врагами. Те, кто выжил, строго соблюдали политику ненападения. Доктор Рин пролистывала данные. «Твоя гипотеза верна. Кровоклык, которого ты лечил, оценил твои намерения. Они гораздо умнее, чем мы думали, способны распознавать намерения за пределами простой оценки угрозы». Она остановилась, ее насекомоподобные руки опирались на стол. Это не объясняет всего, но это начало. Той ночью Итан лежал без сна, размышляя о разуме, предположениях и человеческой склонности видеть в другом угрозу. Возможно, галактика недооценила таких хищников. Сострадание, понял он, может быть таким же мощным оружием, как любое огнестрельное. На следующее утро вошел Дорн вместе с Лерой Восс. Его выражение было непроницаемым. «Совет рассмотрел твое дело. Формально ты нарушил приказы и подверг риску команду. Неформально ты, возможно, предотвратил то, что умирающий хищник привлек бы всех подальщиков в регионе к нам». Он сделал паузу, глядя на Итана. «Ты ограничен на станции до дальнейших распоряжений. Еще одно нарушение и домой». Итан кивнул. «Понял». Тем же днем тревога нарушила спокойствие станции. Система очистки воды полностью вышла из строя. Инженеры оценили, что запасов хватит лишь на 4 дня. Голос Дорна раздался по связи. Запасной контейнер находится в 2 километрах. Полный комплект запчастей доступен, но кто-то должен его забрать. В комнате повисло молчание. 2 километра через территорию кровоклыков, Итан понимал, что это почти самоубийственно. Лира выступила вперед. «Капитан, в прошлом году мы потеряли 3 человек на половине этого расстояния». Другой офицер добавил, что кровоклыки всегда знают, когда люди покидают ограждение. Итан заговорил спокойно. «Пусть пойду я, шрамированный кровоклык появляется каждую ночь. Может, он позволит мне пройти безопасно». Все взгляды обратились к нему. Выражение Дорна стало суровым. «Абсолютно нет. Ты уже на тонком льду». Вошла доктор Селарин, голос был резким. Эта встреча показала взаимное поведение. Кровоклык мог убить Итана во время лечения, но не сделал этого. Это демонстрирует уровень понимания, который мы не можем игнорировать. Или это просто удача? В любом случае, это стоит учесть. Дебаты длились часами. Уровень воды сокращался. Наконец Дорн принял решение. Команда охраны заберет контейнер. Итан останется на станции. Той ночью Итан смотрел на багровый лес. Шрамированный кровоклык стоял на своем посту, наблюдая за станцией, полностью восстановившись после предыдущей инфекции. Лира Восс подошла с аварийной картой доступа. «Я иду с тобой», — прошептала она. «Это будет записано на меня, так что я разделю наказание, но ты прав, стая 1 раз выбрала мир. Может, она сделает это снова».
Итан принял карту. Медицинские припасы в рюкзаке, оружия нет. На рассвете он вступил в лес. Красные деревья были тихими, пугающе тихими. Каждая тень казалась живой. Малые существа убегали, крупные следили, но никто не подходил. На полкилометра вперед шрамированный кровоклык вышел из-за кристаллического выступа. Здоровый, настороженный, возвышающийся, он наблюдал за ним. Итан мягко сказал: «Моим людям нужна вода. Мы не можем ждать». Существо наклонило массивную голову, затем медленно направилось глубже в лес, останавливаясь и оглядываясь, чтобы убедиться, что Итан следует. Час они двигались осторожно. Сканер Итана показал контейнер впереди, но путь был непрямой. Кровоклык направлял его вокруг опасностей, избегая невидимых угроз. Из-под леска раздался низкий рев. Существо встало между Итаном и источником звука. Появились 3 резербека, колючие волки, агрессивные и голодные. Шрамированный кровоклык предупредительно зарычал. Резербеки замешкались, но не отступили. С ужасной силой высший хищник ударил одного из нападавших о кристальный выступ. 2 других убежали. Кровь после короткой схватки окрасила плечо шрамированного хищника. Итан опустился на колени рядом, доставая аптечку. «У тебя талант получать травмы», — пробормотал он. Существо терпеливо сидело, позволяя ему обработать новую рану. Очистка, лечение, перевязка. Снова доверие. «Спасибо», — тихо сказал Итан. Кровоклык повел его к запасному контейнеру, укрепленный ящик, наполовину зарытый в землю и кристаллы. Внутри большинство припасов было цело, поврежденные части системы очистки воды поддавались ремонту. Он упаковал самое необходимое. Вдруг появилось еще 6 кровоклыков, образовав полукруг вокруг него. Шрамированный вышел вперед, обеспечивая защиту Итана. Стая приняла его. Они двигались единым целым к станции, Итан шел в центре, окруженный высшими хищниками. На полпути назад резербеки напали. 8, отчаянные и скоординированные. Стая кровоклыков встретила их с ужасающей эффективностью. Один получил рану, но шрамированный лидер поощрял его. Итан обработал повреждения, пока стая наблюдала. Раненый волкоподобный кровоклык коснулся носом его руки, повторяя жест шрамированного. Понимание, взаимность, союз. К середине дня они достигли станции. Датчики сработали, раздались тревоги, но Итан поднял руки и крикнул: «Не стрелять!» Они проводили меня безопасно. Они меня защищали. Шрамированный кровоклык остановился у ограждения, оглядывая станцию и Итана. Он подошел и прижал лоб к его носу. «Спасибо», — прошептал Итан. Стая растворилась в лесу, оставив Итана с припасами, которые спасли бы станцию. Внутри Лира командир Дорн и доктор Рин поспешили к нему. «Ты сумасшедший», — сказал Дорн, хотя в его тоне чувствовался восторг. «Они не бездумные убийцы», — ответил Итан, усталость наконец дала о себе знать. «Они понимают защиту, сотрудничество, взаимность». Доктор Рин проверила записывающее оборудование. Все зафиксировано. Это изменит наше понимание и восприятие их галактикой. Припасы доставили в инженерный отсек. Системы начали ремонт немедленно. Той ночью Итан смотрел на лес. Шрамированный кровоклык вернулся на свой пост, силуэт на фоне красного заката. Разум, доверие, союз, там, где раньше был страх, возникла связь. Они следуют за мной. Возможно, они доверяют мне. Красный лесной полог простирался бесконечно, когда Итан возвращался на станцию, сопровождаемый стаей кровоклыков. Каждый шаг был взвешенным, осторожным, но присутствие хищников заставляло его чувствовать себя в безопасности в месте, которое обычно было бы смертельно опасным. К моменту приближения к аванпосту Редстоун тревоги прозвучали по периметру. Охранные команды бросились к своим постам, оружие наготове,
но стая осталась на краю леса, неподвижная, наблюдая. «Опустите оружие!» — крикнул Итан, подняв руки. «Это союзники, а не угрозы». Голос командира Рала Дорна зашипел через интерком. «Рид, отойдите от края». Он смотрел с недоверием, как шрамированный кровоклык подтолкнул Итана вперед, обеспечивая безопасный проход к ограждению. Остальная часть стаи зеркально повторяла движение лидера, формируя защитную формацию вокруг него. Раненым кровоклыкам оказали помощь немедленно. Руки Итана действовали автоматически: промывание ран, нанесение широкоспектральных антимикробных средств, импровизация шин там, где это было необходимо. Доктор Селарин наблюдала за каждым существом, анализируя инопланетную физиологию в реальном времени. Лира Вос координировала медиков, чтобы ни одна деталь не была упущена. Это заняло несколько часов. 3 кровоклыка стабилизировались, дыхание у них стало ровным. Шрамированный лидер альфа-стаи мягко пробурчал в знак одобрения, прижав массивную голову к груди Итана. Между человеком и хищником возникло понимание. Новая форма союза сформировалась, хрупкая, но неоспоримая. Аванпост Редстоун изменился. Протоколы, которые когда-то диктовали страх и строгое разделение, были переписаны. Кровоклыки перестали быть простыми угрозами, а они стали потенциальными партнерами. Итан документировал каждую деталь: наблюдение, лечение ран, заметки о поведении, взаимодействие, каждый момент фиксировался для изучения. Последующие недели были осторожным балансом между наблюдением и выстраиванием доверия. Итан оставлял припасы на краю леса каждую ночь: воду, питательные пакеты, базовые медикаменты. Кровоклыки принимали эти дары, иногда оставляя свои: растения с природными антисептическими свойствами, предупредительные рычания о приближении хищников, даже небольшие добычи, оставленные возле станции в качестве подарков. Обмен помощью стал ритуализированным формой общения, которую ни один из видов ранее не понимал полностью. Затем появился Титан-Резербек. Это был массивный хищник, считавшийся вымершим, ростом 4 метра в плечах, с броней из металлических шипов. Его появление вызвало хаос. Зазвучали сирены, загорелись предупредительные огни, активировались энергетические турели. Существо врезалось в ограждение станции, искры разлетались, красная земля под ногами дрожала. Дорн отдавал приказы, но оружие оказалось бесполезным, броня Титана рассеивала энергетические разряды, как дождь. Сердце Итана забилось сильнее. Он вспомнил шрамированного кровоклыка, доверие и взаимное поведение. Может ли один человек влиять на таких высших хищников? Его инстинкты кричали «да». Он освободил себя от креплений шлюза и шагнул вперед, безоружный, неся только медицинский комплект. Титан опустил голову, готовясь к атаке. Расстояние уменьшалось быстро: 50 метров, 40, 30, затем раздался рев, разрезавший утренний воздух. Шрамированный кровоклык вырвался из-под леска, словно метеор, врезаясь в фланг Титана-Резербека. Оба Титана рухнули в яростном столкновении, когти, зубы и шипы переплелись в смертельной схватке. Лес погрузился в хаос, когда вся стая кровоклыков, 7 сильных, вышла на координированную атаку, обходя массивного хищника, используя слабости, побеждая грубую силу стратегии и совместными действиями. Битва была жестокой. Титан сражался с отчаянной мощью, но интеллект, ловкость и координация кровоклыков оказались решающими. К 10-й минуте зверь был побежден, его шипы вонзились в землю, слабо дергаясь, а стая победно заревела. 3 кровоклыков получили тяжелые ранения, разрывы по флангам и конечностям, но выжили. Итан немедленно бросился к раненым. Его руки работали с отточенной точностью: промывание, перевязка, введение антибиотиков, работа в условиях давления и сильного стресса. Доктор Селарин и медики помогали, в то время как здоровые кровоклыки молча наблюдали, иногда предлагая растения с антисептическими свойствами, признавая мастерство и усилия человека. Через 3 часа раны стаи были стабилизированы. Шрамированный кровоклык, лидер и защитник, стоял шатко, затем прижал массивную голову к груди Итана. Общение,
доверие и взаимопомощь победили угрозу уровня вымирания. Остальная стая повторила жест, благодарность и понимание в инопланетной форме. Капитан Дорн наблюдал с восхищением, переосмысливая свое понимание взаимодействия между видами. «Ты сделал то, что никто не считал возможным», — сказал он. «Они не питомцы. Они не оружие. Они союзники». Доктор Селарин кивнула, фиксируя каждую деталь. То, что мы видели сегодня, перепишет протоколы ксенобиологии на десятилетия. Последствия огромны. В следующие дни аванпост Редстоун трансформировался. Грузовые отсеки переоборудовали в аварийные зоны для крупных хищников. Медицинская подготовка включала ксенобиологию и первую помощь между видами. Протоколы ограждений сместились с удерживания на основе страха к контролируемому сосуществованию. Шрамированный кровоклык каждую ночь возвращался к краю леса, наблюдая за станцией, теперь как страж, а не угроза. Итан установил рутину: вечерние поставки, ночные наблюдения, документирование поведения, лечение мелких ран. Кровоклыки отвечали сотрудничеством, подарки, предупреждения и защитное поведение. Сформировался ритм, разделяемый человеком и хищником. Новости быстро распространились по окраинам. Другие станции внедрили подобные протоколы, осторожно, но с надеждой. 3 месяца спустя после инцидента с Титаном Резербеком аванпост Редстоун был официально назначен центром отношений человек-кровоклык. Финансирование увеличилось, персонал расширился, и пограничная станция стала символом потенциального союза между видами. Действия Итана, изначально осужденные как безрассудные, вызвали сдвиг парадигмы. Сострадание и продуманная смелость достигли того, чего оружие не могло. Однажды вечером Итан стоял на смотровой платформе, попивая отвратительный кофе станции. Лира Восс присоединилась к нему, выражение лица отражало восхищение. «Ты изменил все», — сказала она. Пограничные станции теперь пересматривают взаимодействие с хищниками из-за того, что ты сделал. Итан пожал плечами. «Я просто помог раненому существу». «Ты сделал больше», — ответила Лира. «Ты доказал, что понимание и сострадание могут изменить стратегии выживания». Люди делают заметки. Ученые, дипломаты, даже торговцы наблюдают. Шрамированный кровоклык появился на краю леса, теперь как страж, а не охотник. Рана, которая чуть не убила его, зажила, оставив шрам на броненной стороне. Итан поднял руку. Вершинный хищник ответил длинным, резонирующим воем, затихнувшим в багровых сумерках. Итан вернулся в свои покои, обновляя журналы. Наблюдение, анализ поведения, медицинские вмешательства, взаимодействие — все тщательно задокументировано. Он размышлял о полученных уроках. Интеллект существует в формах, которые люди едва понимают, а величайшая сила его вида не в технологиях или оружии, а в эмпатии и доверии. Снаружи собиралась стая кровоклыков. Звуки, которые люди только начинали интерпретировать, несли истории о маленьком человеке, который помог, когда другие бежали, который строил мосты между мирами через сострадание и смелость. Шрамированный кровоклык взглянул на огни аванпоста Редстоун, наблюдая, как Итан стоит у окна. Связь была установлена, прочная и беспрецедентная. Завтра он вернется в лес. На этот раз не с страхом, а с целью. Стая ждала, готовая действовать как партнеры, защитники и союзники. И где-то в бескрайних просторах космоса, на враждебной, красноватой луне, один человек доказал фундаментальную истину: выживание, доверие и смелость могут соединять миры, виды и инстинкты. Вой кровоклыков снова разнесся по красной завесе, не угроза, не предупреждение, а обещание сосуществования. Кровавый пакт был заключен. На забытой пограничной станции два вида поняли, что сила одна недостаточна для выживания. Сообщество, взаимность и эмпатия также важны. Каждое движение, каждый взгляд. Они читают нас так же, как мы их. Дни проходили на аванпосте Редстоун, и жизнь постепенно привыкала к новой реальности.
Забор все еще гудел энергией, необходимая мера предосторожности, но страх больше не правил станцией. Патрули оставались настороже, но ночное присутствие стаи кровоклыков изменило их восприятие, опасность сменилась уверенностью. Итан продолжал свои рутинные дела, оставлял припасы на краю леса, вел журналы наблюдений и документировал поведение существ. Однажды утром прибыла транспортная шаттл с соседней станции. Командир Дорн встретил судно, его поза была строга и официальна, но в глазах промелькнул намек на гордость. «За тобой наблюдают, Рид», — тихо сказал он. «Другие станции учатся на твоем примере. Кто-то сомневается, кто-то надеется. Все наблюдают». Итан кивнул, понимая вес своих действий. Лес за пределами станции, где ждал шрамированный кровоклык, казался спокойным под бледным утренним солнцем. В тот же день прошла первая тренировка персонала по взаимодействию с другими видами. Лира Восс вела обсуждение, показывая, как правильно подходить к раненым кровоклыкам, как оставлять припасы, не провоцируя агрессию, и как считывать тонкие сигналы поведения. Доктор Селарин представила данные о процессах исцеления у инопланетных существ, объясняя, почему растения, оставляемые стаей, обладали лечебными свойствами. Персонал слушал внимательно, осознавая, что выживание на красной завесе требует наблюдательности и гибкости, а не грубой силы. Следующие несколько дней Итан проводил со стаей, углубляясь в лес. Его цель — лучше понять охотничьи и социальные повадки. Шрамированный кровоклык вел путь, иногда останавливаясь, чтобы оценить темп и положение Итана. Остальные члены стаи двигались вокруг него как тихие защитники, подталкивая его или демонстрируя охранное поведение. Лес был живым, полный как мелких, так и смертельно опасных существ, но высшие хищники двигались с рассчитанным ритмом. Во время одной из вылазок стая столкнулась с группой резербеков. Шрамированный лидер издал низкое, глухое рычание. Младшие кровоклыки обошли фланги и двинулись вперед, проявляя координацию и тактический ум. Итан тихо наблюдал, документируя встречу. Резербеки бросались на них, но совместная сила и стратегия кровоклыков заставили нападающих отступить. Человеческое вмешательство не потребовалось, доверие породило новое понимание лидерства и иерархии внутри стаи. На станции новости о Кровавом пакте распространились по окраинам. Другие пограничные поселения обратились к Ридстоуну за советом. Ученые запрашивали данные, дипломаты, наблюдения, торговцы предлагали помощь в коммуникации. Действия Итана, ранее считавшиеся безрассудными, теперь признавались дальновидными. Изменился не технологический подход, а стратегически примененное сострадание. Однажды вечером Итан заметил необычную активность у края леса. Молодой кровоклык, недавно раненый в стычке с резербеками, прихрамывал в поляну. Раны были незначительные, но свежие, с высоким риском инфекции. Итан собрал свои принадлежности и осторожно подошел, следуя отработанному протоколу. Шрамированный лидер отошел, сигнализируя доверие. Молодой кровоклык позволил обработать и перевязать рану. Малые жесты уверенности, спокойный голос и осторожные движения удерживали существо неподвижным. «Отличная работа», — сказала Лира издали, наблюдая за лечением. Так строятся союзы. Не силой, а последовательной заботой и уважением. Итан улыбнулся, понимая, что каждое успешное взаимодействие укрепляет более широкие отношения между людьми и высшими хищниками красной завесы. Через несколько недель возникла новая угроза. Группа непокорных шахтеров проникла в северный сектор Луны, не уведомив аванпост. Они были вооружены тяжелым оружием и не знали о территориях стаи кровоклыков. Итан, наблюдая со станции, понял, что необходимо немедленное вмешательство. Он подготовил сообщение и запросил сопровождение, но командир Дорн колебался. «Мы не можем отправить тебя туда одному. Твое присутствие может их спровоцировать». У Итана был другой план. В ту ночь он тихо вышел через вспомогательный выход, вооруженный только припасами и медицинским набором, полностью полагаясь на стаю для руководства и защиты. Шрамированный кровоклык вел путь, остальные члены стаи формировали защитный периметр. Лагерь непокорных шахтеров находился у гребня,
и люди не подозревали о высших хищниках, наблюдавших из тени. Когда шахтеры заметили Итана, в их рядах воцарилось замешательство. Они подняли оружие, готовые стрелять, но шрамированный кровоклык вышел на вид, низко и глухо зарычав. Стая обошла его флангами, продемонстрировав точную координацию, окружая Итана и предупреждая вторженцев без немедленной агрессии. Шахтеры замерли, понимая, что нападение вызовет сокрушительную ответную реакцию. Итан поднял руки, сигнализируя о мире. Медленно он подошел к лидеру шахтеров. «Вы на охраняемой территории», — сказал он. «Эти существа не причинят вам вреда, если вы уважаете их владение. Но ваше присутствие здесь может спровоцировать их. Отойдите, и вы уйдете без происшествий». Голос был спокоен, но содержал авторитет, усиленный молчаливой, дисциплинированной стаей позади. После напряженных мгновений шахтеры подчинились. Оружие было опущено, они отступили, сопровождаемые кровоклыками к безопасной границе за лесом. Действия Итана показали, что знание, доверие и стратегическое сострадание могут достигнуть того, чего сила никогда не смогла бы. Событие позже документировалось в межзвездных пограничных отчетах как пример дипломатии с высшими хищниками. На станции Итан изучал журналы и данные экспедиции. Каждое взаимодействие, каждое наблюдение подчеркивали важность понимания инопланетного интеллекта и поведения. Шрамированный кровоклык, теперь здоровый и сильный, оставался символом стойкости и силы взаимного доверия. Остальные кровоклыки полностью интегрировались в эти новые отношения, служа и охранниками, и наставниками для людей, учившихся сосуществовать с высшими хищниками. Репутация аванпоста Редстоун росла. Дипломатические миссии, научные исследования и цепочки поставок все чаще опирались на Кровавый пакт как на модель межвидового сотрудничества. Итан продолжал обучать новый персонал, распространяя знания о поведении чужеродных существ и медицинских вмешательствах. Каждый день шрамированный кровоклык появлялся на краю леса, молчаливый свидетель прогресса людей и напоминание о хрупком балансе между доверием и выживанием. Затем прибыла первая межзвездная делегация. Наблюдатели из разных секторов прибыли, чтобы лично увидеть Кровавый пакт. Итан показывал им ежедневные рутинные операции, поставки, медицинскую помощь и наблюдение за поведением. Кровоклыки полностью сотрудничали, демонстрируя усвоенные реакции на человеческие жесты и заботу. Делегаты были поражены, записывали заметки и делились своими открытиями с далекими колониями. Итан осознал последствия своих действий. Один акт сострадания вызвал волну изменений по всей галактике. Выживание на враждебных планетах теперь зависело не только от доминирования или технологий, оно могло быть достигнуто через понимание, эмпатию и взаимное уважение. Шрамированный кровоклык, теперь здоровый и бдительный, служил живым доказательством того, что даже самых смертоносных хищников можно сделать союзниками, если относиться к ним с мужеством и заботой. Ночь опустилась на красную завесу. Красный лес мерцал под двумя лунами, тени растягивались по кристаллическим образованиям и неровной поверхности. Итан стоял на смотровой площадке, сканируя край леса. Шрамированный кровоклык сидел молча, страж, наблюдающий за станцией и ее человеческими союзниками. Впервые на границе стало ощущаться меньше враждебности, не потому, что опасности исчезли, а потому что сотрудничество создало новую форму безопасности. Итан поднял руку, жест признательности и уважения. Кровоклык ответил низким, резонирующим воем, эхом пронесшимся по долине. Это уже не было предупреждением или угрозой, а сигналом понимания. Кровавый пакт выстоял, укрепившись через совместные испытания, медицинскую помощь и доверие. Лес и станция стали партнерами в выживании, связанными взаимным признанием необходимости, мастерства и смелости. Протоколы станции отражали эти изменения. Кровоклыки теперь учитывались как разумные существа, их поведение фиксировалось и уважалось. Аварийные процедуры включали безвредные подходы, методы межвидовой коммуникации и внимательное управление ресурсами для поддержания сосуществования. Имя Итана стало синонимом передовой межвидовой дипломатии и стратегии выживания, не через доминирование, а через сострадание.
И при всем этом он никогда не стремился к славе или признанию. Его внимание оставалось на стае, шрамированном кровоклыке и хрупком балансе между видами. Пограничный сектор доказал, выживание зависит не только от оружия или брони. Оно зависит от понимания, эмпатии и смелости протянуть руку к неизвестному. Мы научились доверять друг другу. Теперь мы ныне союзники, а не враги. Недели превратились в месяцы на аванпосте Редстоун, и жизнь продолжалась по новому ритму. Рутина Итана, наблюдение, документирование и уход за кровоклыками стали второй натурой. Шрамированный кровоклык каждый вечер оставался на краю леса, сопровождаемый стаей, создавая живую связь между человеком и хищником. Персонал станции, когда-то настороженный и испуганный, адаптировался к новой реальности. Эти существа больше не были лишь угрозой, они стали союзниками, способными к сотрудничеству и защите. Каюта Итана была скромной, но его разум постоянно был наполнен наблюдениями, журналами и планами. Он фиксировал каждое взаимодействие, каждое небольшое изменение в поведении стаи. Медицинские припасы, оставленные на краю леса, тщательно калибровались, чтобы существа могли самостоятельно лечить раны или дополнять рацион, не развивая зависимости. Кровоклыки отвечали маленькими дарами, лекарственные растения, добыча, а иногда и предупреждения о хищниках или опасностях окружающей среды. Однажды утром к станции прибыл разведчик из дальнего сектора. Командир Дорн встретил его лично, представил Итана и продемонстрировал кровавый пакт на практике. Наблюдатели пошли с Итаном в лес и стали свидетелями того, как кровоклык, получивший легкую травму в стычке с резербеками, позволил человеку подойти. Итан медленно подошел, шрамированный лидер внимательно следил за каждым его движением. Он аккуратно очистил и обработал рану, используя как человеческие медицинские средства, так и природные лекарства, предоставленные стаей. Наблюдатели были поражены, хищники, когда-то считавшиеся недосягаемыми, теперь позволяли человеку вмешиваться без агрессии. Эта демонстрация вызвала обсуждение во многих секторах. Военные стратеги, инженеры и исследователи обсуждали последствия. Возможно ли доверие, дипломатия и взаимная забота с другими высшими хищниками на дальних мирах? Итан доказал, что сила проявляется не только в оружии и численности. Иногда она заключается в терпении, понимании и сострадании. Шрамированный кровоклык иногда позволял Итану углубляться в лес, показывая раненых членов стаи или предупреждая о скрытых опасностях. Во время этих вылазок Итан изучал сложные методы коммуникации кровоклыков, низкие рычания, тонкие движения тела и вокализации с определенными тональными паттернами. Стало ясно, что их интеллект не только развит, но и культурно сложен, с иерархией, обучением и даже моральными выборами. Однажды вечером, когда на горизонте взошли две луны, Итан стоял на смотровой площадке с Лерой Восс. «Ты изменил границу», — мягко сказала она. Не только аванпост Редстоун, но и все станции, которые слышали о кровавом пакте. Люди начинают понимать, что сотрудничество может спасать жизни там, где сила лишь разрушает. Итан наблюдал за шрамированным кровоклыком, сидящим на привычном месте с поднятой головой, глазами, отражающими слабый свет станции. Кровоклык издал низкий, подтверждающий рычание, как бы соглашаясь с ее словами. Месяцы приносили новые вызовы. Внезапная магнитная буря угрожала энергосети станции. Автоматические системы мигали, были активированы аварийные протоколы. Итан координировал действия со стаей, чтобы кровоклыки оставались в безопасности, пока персонал станции ремонтировал критические системы. Сотрудничество стаи было жизненно важным, они приносили припасы, предупреждали об опасностях и защищали людей в опасных условиях. Эти события стали учебным примером в управлении границей и стратегии выживания между видами. Скоро другие пограничные поселения запросили руководство. Итан перемещался на транспортных шаттлах между станциями, принося припасы и знания о поведении кровоклыков. Каждая станция внедряла политику ненападения, наблюдательные рутины и готовность к медицинской помощи. Возвращались отчеты о раненых хищниках, которых лечили люди, устанавливались взаимные меры защиты, и сообщества учились, что выживание укрепляется через союз, а не конфликт. Итан продолжал фиксировать каждую деталь в журнале,
модели охоты, территориальные границы, коммуникацию стаи, медицинские реакции. Шрамированный кровоклык стал ключевым участником, ведя Итана безопасными путями, предупреждая о опасностях и иногда принося лечебные растения или добычу как знак уважения. Эти взаимодействия углубляли доверие, доказывая, что интеллект и социальная структура существуют даже у видов, которых долго неправильно понимали. Затем произошло самое значимое событие. Поступили отчеты о ранее неизвестных видах хищников в дальних секторах. Каждый вид имел потенциал к сотрудничеству, но считался угрозой. Работа Итана стала образцом, показывая, что внимательное и сострадательное вмешательство, наблюдение и уважение границ могут превратить потенциальный конфликт в продуктивный союз. Его методы влияли на дипломатические корпуса, научные команды и политику управления пограничными станциями в нескольких системах. Поздним вечером Итан стоял у смотрового окна. Шрамированный кровоклык и его стая собрались на краю леса, силуэты на фоне красной местности и двух лун. Рана лидера, когда-то зияющая, теперь была едва заметным шрамом, свидетельством стойкости и заботы. Члены стаи, полностью здоровые, двигались плавно, иногда оставляя маленькие подношения у припасов, еду, лечебные растения и даже знаки, предупреждающие о штормах или опасности. Это было молчаливое подтверждение укрепившейся связи. Скоро к Итана пришел командир Дорн. «Ты переписал наше понимание выживания на границе», — сказал он. Аванпост Редстоун теперь официальный центр отношений человека и кровоклыков. Расширяются финансирование, персонал и исследовательские ресурсы. У тебя есть возможность тренировать команды для новых миров и новых видов. Итан кивнул, но мысли его оставались на краю леса, где шрамированный кровоклык ждал, терпеливый и внимательный. Несмотря на признание и растущую известность, Итан оставался сосредоточенным на своей миссии. Его ежедневные рутины не менялись: медицинские припасы, наблюдения, заметки о поведении и внимательный контроль за стаей. Кровавый пакт доказал, что смелость, терпение и эмпатия могут спасать жизни и превращать враждебные условия в сотрудничество. Изменения на границе произошли не силой, а через понимание, проявленное через действие и доверие. Станция эволюционировала соответствующим образом. Протоколы были переписаны с приоритетом на наблюдение, медицинскую подготовку и уважение к разумным хищникам. Грузовой отсек был переделан для размещения раненых крупных хищников при необходимости, персонал прошел медицинскую подготовку для работы с разными видами. Припасы размещались у края леса, доступно, но незаметно. Каждое взаимодействие укрепляло принципы, установленные Итаном: взаимное уважение, доверие и готовность действовать с состраданием, несмотря на риск. В финальной сцене, демонстрирующей устойчивую связь, шрамированный кровоклык возглавил охотничью экспедицию стаи, возвращаясь к краю леса на закате с добычей. Итан распределял медицинские и питательные препараты, наблюдая за поведением существ. Они признавали его с помощью тихих рычаний и прикосновений, жесты, понятные лишь через месяцы совместного опыта. Сотрудничество стаи с людьми обеспечивало безопасность, эффективность и даже возможности обучения для персонала. Когда наступала ночь, Итан фиксировал наблюдения за днем. Лес шептал, живой звуками хищников и добычи. Шрамированный кровоклык сидел в тихой бдительности, глаза отражали огни станции, напоминая Итана о пути, начавшемся с одного акта заботы. Кровавый пакт продолжал существовать, живое свидетельство того, что люди могут достичь через эмпатию, смелость и доверие. Две луны заливали красную завесу бледным светом. Шрамированный кровоклык издал последний длинный вой через долину, звук без угрозы и предупреждения, но обещание продолжения партнерства. Итан стоял у смотрового окна, подняв руку в знак признательности. На всей границе человек и хищник усвоили величайший урок выживания. Сила заключается не только в оружии или технологиях, но в понимании, сострадании и готовности протянуть руку дружбы. История аванпоста Редстоун распространилась далеко за пределы его отдаленного расположения. Ученые, дипломаты и пограничные поселенцы передавали новости о кровавом пакте по всей галактике. Люди признавались не просто завоевателями или колонистами, а способными союзниками для самых грозных существ.
И на враждебной Луне, под красным небом и среди кристаллических лесов, два вида поняли, что сотрудничество, взаимное уважение и смелость могут создать будущее гораздо ярче, чем один лишь конфликт. Итан улыбался, понимая, что хотя граница остается опасной, она больше не определяется страхом. Шрамированный Кровоклык и возглавляемая им стая доказали, что даже самый ужасный хищник может стать союзником, если встретить его доверием, умением и заботой. И впервые красная завеса ощущалась как дом.